Всем привет! Меня зовут Шамиль, мы находимся в Алачате. В этом видео коснемся определенной интересной темы: два вида баланса, два основополагающих принципа равновесия. Максимально подробно разберем, в каких случаях их нужно применять, чем они отличаются. Если готовы слушать, поехали! С самого детства мы учимся стоять, ходить и балансировать, используя только две опоры, то есть наши ноги. Когда вы впервые берете парус в руки, следует сначала научиться стоять на трех опорах и уже после использовать тягу и ветер. Первый принцип равновесия. Первый способ заключается в опоре на мачту, без тяги в парусе. Отыщите положение, в котором мачта стоит в равновесии под собственным весом. Подробно про баланс мачты я рассказываю в другом видео, которое доступно в подсказке или в описании под видео. Чтобы чувствовать равновесие мачты, просто давите на нее сверху. Прижимайте мачту к шарниру. Вам нужно встать в специальную стойку, позицию опоры на мачту. Это похоже на конструкцию штатив, трипод. Подайтесь грудью к парусу, а тазом за борт. Навалитесь весом на руки, опуская локти вниз. Держите дистанцию полусогнутых рук, не прижимая парус к себе. Возьмитесь передней рукой ближе к мачте и расслабьте хват пальцев. Держите парус открытым, в нейтральной тяге. Этот принцип равновесия следует использовать в следующих случаях. Первое. Когда переступаем ногами по доске. Например, во время поворота оверштаг. Или при старте за веревку. Следует перемещать ноги через опору на мачту, без тяги в парусе. Второе. В провалах ветра. Когда тяга паруса слабеет, вес переносится с тяги на мачту. Третье. На неровной воде. Когда доску сильно качает. Прижимая мачту к шарниру, вы выравниваете доску под ногами, добавляя ей устойчивость. Второй принцип равновесия. Во втором способе для баланса мы используем саму тягу в парусе. Мы вывешиваем вес тела на тяге за бортом, растягивая переднюю руку разворотом бедер и плеч. Чем сильнее дует ветер, тем больше веса висит за бортом на тяге, и тем сильнее разворачивается корпус. Если ветер проваливается, тело поворачивается обратно к парусу. Дистанция сокращается, вес переносится на мачту. Опора на мачту и на тягу – это два разных способа равновесия, которым следует учиться с самого первого занятия. Давайте сравним эти две стойки. Стойка опора на мачту. Похожа на конструкцию трипод. Стоим на трех опорах. Чтобы использовать мачту для равновесия, нужно просто давить на нее сверху. Передняя рука смещена по гику вперед, локти опущены вниз. Тело направлено в сторону паруса, вес на носках. Эта стойка не пользуется популярностью, но очень эффективна. Мало кто про нее знает и приводит в пример. Стойка вис на тяге. Это эталонная, классическая стойка-семерка. Руки, ноги прямые, спина разогнута, корпус развернут от паруса. Сдвиньте переднюю руку дальше от мачты и немного закройте парус. Разворотом плеч и бедер отвернитесь от тяги паруса, натягивая переднюю руку как струну. Поставьте ноги близко друг к другу и подайте таз вперед. Вес тела должен находиться на 70% над передней ногой и только на 30% над задней. Чтобы быстро прогрессировать в виндсерфинге, следует в самом начале обучения понять два базовых принципа равновесия и уметь ими добиваться баланса. Популярные ошибки. На самом деле, есть еще один способ равновесия. Крайне неэффективный, но очень популярный среди новичков. Вес паруса используется как противовес весу тела. В этом случае таз свешивается за борт, а вес паруса находится у вас в руках и не дает расслабиться. Спина и руки максимально загружены и быстро устают. Научитесь находить баланс между опорой на мачту и тягу паруса.
Обратите внимание, что мачта остается все время в балансе, не меняя свое положение. Приглашаю тебя учиться виндсерфингу по моей личной методике в школе Nirvana Surf. Ссылка на страницу школы есть в описании под этим видео.